Привет-привет! Меня зовут Людмила, вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Ну что, друзья, сегодня у нас с вами будет еще один разбор, и название к нему звучит так. Что он думал обо мне после встречи? Или что он думает после встречи? Значит, наш сегодняшний разбор будет на 3 позиции. И что мне хочется сказать? Сейчас у очень многих, да, встреч как таковых не бывает. То есть, в принципе, идет общение по интернету или общение на расстоянии. Именно поэтому я делаю такую оговорку, да, что может быть не после встречи, а после некого разговора, который между вами произошел. Итак, значит, с чего мы начнем? Мы начнем с сигнификации. И вот на сигнификации мы как раз определим с вами, что же между вами происходило на этой встрече или разговоре, да, что там было. Это была какая-то, может быть, первая встреча между вами, да, лайтовая, приятная. Или наоборот, на этой встрече или разговоре были подняты какие-то проблемные места, да, ваших отношений. Ну и, соответственно, сначала мы просигнифицируем саму встречу или разговор. Далее мы смотрим, что же он думал о вас после того, что между вами произошло, после этой встречи или после того, как он вас увидел впервые, да, если это какой-то новый знакомый. Вот, значит, когда мы просмотрели основную тему, мы возьмем совет для вас, да, совет от высших сил, как вам себя вести, в каком русле, да, должно находиться ваше поведение, да, в сторону этого человека. Очень многие просят совет, да, потому что они говорят, ну я в принципе и так понимаю, да, что здесь к чему, но как себя вести? Вот этот совет, собственно, сегодня и возьмем. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Что между вами произошло? Что это была за встреча? Или что это был за разговор? Угу. Ну, вот смотрите, мне говорят о том, что эти отношения, ну, во-первых, это очень тайные отношения. Очень тайные отношения, сокрытые от человеческих глаз, бывают, ну, в одном случае, да, если кто-то в паре не свободен или оба не свободны. То есть эти отношения вообще скрываются от всех остальных. Значит, разговор, о котором мы говорим, да, произошел внезапно. И на самом деле, да, каждый из вас стремился в этом разговоре получить удовольствие. То есть, по сути, это не то, о чем вы долго думали, да, и наконец-то решили, а давай-ка мы поговорим, например, о расставании, да? Нет. Здесь каждый шел на этот разговор или на встречу, надеясь получить некое такое эмоциональное удовольствие, потому что вы испытываете притяжение друг к другу, да, очень сильное, и страсть бушует в обоих. Соответственно, каждый из вас хотел получить, ну, вот какое-то такое, знаете, эмоциональное наполнение. Вот. А что же получилось? А получилось завершение отношений, то есть получилась десяточка мечей. И каждый из вас был разочарован результатами этой встречи. Очень сильно разочарован. Здесь с вашей стороны было сильное притяжение именно по жезлам к мужчине, то есть прям страсть. У мужчины здесь были какие-то мечты и фантазии насчет вас, но разговор пошел не по тому сценарию. Вы как будто бы, знаете, то ли разозлились и были разочарованы поведением мужчины, то есть вы ему что-то такое сказали, и мужчина ответил
не так, как вы ждали, понимаете? Может быть, вы спросили его, любит ли он вас, или вообще есть ли какое-то будущее между вами, да? А мужчина ответил размазанно, или он начал агрессировать в вашу сторону. То есть вы вот такого ответа не ожидали. Вы были разочарованы отсутствием с его стороны, ну, какого-то явного предложения, да, или каких-то явных чувств. Вы спросили, любишь ли ты меня, а он сказал, ну, мы хорошие друзья с тобой. Слушай, да, ну, друзья, которые спят. Ну, вот как-то так получилось между нами. Вот, значит, здесь вот все пошло не по плану. И вот когда оно свернуло, как говорится, не в тот переулок, да, ссора, да, непонимание стали как-то, знаете, как снежный ком наворачиваться, наворачиваться и наворачиваться, и в результате десятка мечей. В результате или вы решили, что между вами все закончилось, или каждый из вас психанул настолько, да, что вот все, как бы кончено все, даже не думай. Вот, что решили прекратить эти отношения. Короче говоря, разбитыми сердцами закончился ваш разговор. Давайте теперь смотреть, что же он думал или думает по сей день после этой встречи, после этого разговора. Что же он думает о вас после этого разговора? Угу. Он сдерживает порывы вам написать. Тут на самом деле у мужчины очень большая заинтересованность в вас. Он испытывает колоссальную страсть, он вообще считает, что вы самая привлекательная женщина в его жизни. Здесь, понимаете, разговор немножко не о любви идет, да, не о том, что каждый хранит в сердце. Здесь идет разговор именно о страсти, о притяжении, о том, что его очень манит ваше тело, ваш образ, ваша энергетика, ваше поведение. Понимаете, то есть вы как женщина очень сильно привлекаете этого мужчину. И до сих пор привлекаете. Он думает о вас постоянно. Здесь у нас король жезлов идет первой картой, да, на ответ. И это очень живая янская энергия, которая говорит о том, что я сейчас о ней думаю. Вот прямо сейчас я о ней думаю. И неважно, какая там десятка мечей, закончилась, не закончилась. Как закончилась, так и начнется снова, понимаете? То есть король жезлов, солнце, да, туз жезлов, пусть даже и перевернутый. Все это говорит о том, что у человека есть порыв и импульс в вашу сторону. И блокирующая карта здесь, знаете, о чем? Что меня ничто не остановит. Он говорит о том, что он думает о движении в вашу сторону, о том, что вы ему нужны, о том, что вы как бы его выбор, да, он испытывает колоссальную страсть, он не может эту страсть преодолеть, и поэтому никакое окончание здесь невозможно. Вы понимаете, здесь такие карты, здесь такие энергии, что человек не согласен с десяткой мечей, он не согласен с тем, что стоит точка в ваших отношениях. Он готов двигаться к вам, и эти энергии очень живые, да. То есть здесь единственное, что рыцарь жезлов и туз жезлов, вот смотрите, король жезлов, рыцарь жезлов, солнце и туз жезлов, да, это все арканы, говорящие о том, что он движется к вам, он думает об этом движении, он его планирует, он уже вот буквально едет, да, как бы едет или пишет, или звонит. Но два аркана, да, таких вот именно олицетворяющих собой само действие, они пока перевернуты.
Это говорит о том, что человек много раз подходил к телефону, чтобы написать, и сдерживал себя. Он, может быть, если он где-то рядом живет, стоял под вашим подъездом, смотрел на ваши окна и уехал. То есть человек испытывает колоссальное желание взаимодействия, но какие-то вещи, возможно, тот самый разговор, да, который вы ему сказали, да, пока его сдерживают. Он буквально бьет себя по рукам, но ни о каком окончании здесь речь не идет. Человек думает о продолжении отношений, о том, что ему с вами хорошо, о том, что вы его счастье, вы его страсть. У него вообще вся энергия мужская направлена в вашу сторону. Просто пока, может быть, его собственная гордыня, может быть, ну, какой-то анализ ситуации, да, ему мешает сделать этот шаг. Но он его обязательно сделает. Она моя, я стремлюсь к ней, это моя женщина, это мое счастье, и на этом все. Ни о каких десятки, ни о каком завершении, короче говоря, речь не идет. Все. Вот так он думает. И он очень такой резкий товарищ, который как сказал, так и сделал, и все в этом духе. Окей, хорошо. Давайте посмотрим совет для вас. Совет для вас. Что вам с ним делать? Да, что вам с ним делать? Этот человек вам не соответствует, вам с ним тяжело, вам с ним сложно, потому что он в шуте-дураке находится. То есть, может быть, вы более состоявшийся человек, может быть, более взрослый, да, то есть вы можете быть его старше и больше понимать об этой жизни, я бы так сказала. А здесь мужчина, вы знаете, перевернутый колесничий, шут-дурак, ну это просто пипец, да, это просто пипец. Это человек, который постоянно попадает в какие-то жизненные неурядицы, если не сказать, что он их создает. Да, попадает это одно, а когда человек сам все это творит, это совсем другое. Значит, вы никогда не знаете, что он преподнесет вам в следующий раз. Нет никакой стабильности с этим человеком. У него меняется настроение, у него меняется чувство. Сегодня я люблю, завтра я ненавижу. Это всегда все на каком-то пределе находится. Вот, значит, и на самом деле, этот человек вас очень сильно тревожит, вам с ним сложно. Вы не можете на него опереться, вы не можете быть уверены в этом мужчине. Ну, как говорится, что может быть еще хуже, да, когда вы все время как на пороховой бочке. Поэтому, конечно, здесь говорится о том, чтобы вы миллион раз подумали, да, прежде чем продолжать эти отношения. Потому что он, конечно, явится. В короле жезлов это значит, человек явится к вам. Да? То есть он будет действовать, именно он будет действовать, не вы. Да? И именно он будет настаивать на продолжении отношений по дьяволу. Ваша задача здесь, да, я не могу за вас решать. Да, я не могу за вас решать, и высшие силы за вас решать не будут. Они лишь говорят о том, чтобы вы подумали, что, ну, к чему могут привести эти бабочки в животе. Да? С одной стороны, это бабочки в животе, это страсть, которая вас, скорее всего, манит, наполняет. С другой стороны, это огромное количество проблем. Парень несерьезный, он очень такой, знаете, зацикленный на себе, очень неосторожный, он не думает о том, что можно, что нельзя. Этот человек может вас просто подставить. Особенно, если здесь вы оба не свободны. Да? И он может разрушить вашу жизнь. Во всяком случае, ваше сердце он точно по тройке мечей разобьет. Поэтому подумайте, да,
Здесь совет, конечно, определенный, да, не нужно здесь работать над отношениями, не нужно преодолевать себя, слушайте свою душу, которая кричит о том, что это не ваш человек. Это не ваш человек. Слушайте свою душу ну, не делайте выбора в его сторону. Вот так. Вот так звучит здесь совет. Да? А уж как, что делать, это решать, конечно, вам. Благодарю вас. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двоечки. Что за разговор между вами произошел? Ну-ка. Что за встреча, что за разговор? Ага. Угу. Так. Здесь, возможно, да, вы говорили через расстояние друг с другом. То есть здесь был разговор, скорее всего, где-то или в соцсетях, или по телефону, да, через расстояние. И этот разговор провоцировал мужчина. То есть мужчина здесь сказал вам очень много слов любви. Мужчина сказал вам, ну, то есть это у всех по-разному проиграется. Для кого-то это были комплименты, да, для кого-то это действительно было признание в любви. Вот, то есть здесь мужчина старался произвести на вас впечатление, да, и создать вот такую вот обстановку любви, обстановку некого любовного признания, да, в вашу сторону, окружить вас вот этими вот любовными энергиями. Значит, общались через расстояние, и вы из этого вышли вот в таком приподнятом настроении, да. Здесь на самом деле присутствуют, конечно, и ограничения, может быть, ограничения расстоянием, опять же, да, то есть я не могу к тебе приехать, потому что между нами существуют какие-то километры, вот, значит. Или здесь ограничения, потому что тоже кто-то где-то не свободен из вас, да, и есть препятствия определенные. Вот, значит, это был какой-то приятный, лайтовый разговор, в котором мужчина проявлял свое внимание к вам, он стремился к вам, он вас как будто бы превозносил немножечко, да. Для многих проиграется, что это человек из прошлого, что это человек, который уже был в вашей жизни, да, может быть, была какая-то переписка между вами, или все сошло на некую переписку, и потом закончилось. Вот, ну, традиционно вторая позиция, да, я уже прям, если честно, очень сильно смущаюсь, но почему? Почему так? Почему вторая позиция у нас Лиса начинает выходить на стол? Значит, разговор между вами был о любви. Может быть, кстати, если человек из прошлого, может быть, он вспоминал какую-то любовь. То есть он объявился вновь в вашей жизни, и он вспоминал о том, как между вами все было хорошо, какие вы были тогда влюбленные, да. А на сегодня, если между вами и будут какие-то отношения, то это нечто такое тайное. Да, так, хорошо, Лисенька, моя-то золотая. Ну, я, конечно, все понимаю, но мне же ничего не видно. Мне ничего не видно. И еще, это могло быть примирение. Это могло быть примирение между вами, потому что
показывает карта, что вы с этим человеком ругались, да, когда-то ранее. Если человек из прошлого, может быть, вы в этом прошлом поругались, а сейчас он появился и вот как бы никак ни в чем не бывало, да. То есть примирение такое, которое, собственно, и примирением не назовешь. Вот. Или же у вас были какие-то отношения с ним, вы поругались, и сейчас вот он тоже объявился вновь. Хорошо, ну давайте смотреть, что же этот человек думал после этого разговора. Да? Тут уже встречи не называем, это был разговор в сети, поэтому после этого разговора. Смотрю, чтобы все писалось для вас, мои дорогие. Так. Что же думал человек после этого разговора? Угу. Ничего себе. Вы знаете, вот такое ощущение, что или реально когда-то между вами была очень большая любовь, и прошли годы, он вас нашел наконец-то, да, и снова вы начали общаться. Но у вас есть семья. Ну, по крайней мере, у вас, да, здесь вас показывают. Значит, или, как говорится, вы слишком поздно встретились. То есть этот человек может быть не из вашего прошлого, да, вот вы познакомились недавно, но у вас есть семья, и поэтому все слишком поздно. Да, что ж ты, мой дорогой, раньше не пришел в мою жизнь, думаете вы. Значит, он здесь, конечно, после этого разговора и вообще в целом влюблен. Он влюблен, то есть человек думал и продолжает думать о вас, что вы воспламенили в его сердце какое-то настоящее глубинное чувство, что он никогда такого чувства не испытывал. Или же, если это человек из прошлого, да, тут можно сказать, что он давно не испытывал этого чувства, что вот он когда-то с вами его испытал, и сейчас он испытал его вновь. Он вновь осознал, что в нем присутствует вот эта энергия любви. Что он думал о вас после встречи? Что он вас любит, что он вас хочет, что вы женщина его мечты, вы настоящая императрица, вы женщина, которая может подарить ему огромное количество любви, вот такой, как ему нужно. Но вы утекли у него из рук. Слишком поздно. Да, вот почему эти энергии идут слишком поздно я спохватился, поздно я осознал ее значимость для себя, поздно я понял ее важность, говорит этот человек, понимаете? Здесь есть любовь, то есть вот как у вас встреча прошла по тузу кубков, так и мысли его, туз кубков, туз жезлов. То есть сочетание этих двух тузов всегда говорит об осознанной любви, о том, что у человека и в сердце бушуют эмоции, и во всех остальных его мужских, значит, органах тоже бушуют эмоции. И поэтому человек здесь, конечно, думал и думает до сих пор, потому что энергии живые, о любви к вам, о вашей необходимости, о каких-то планах в вашу сторону, но все эти планы натыкаются на, вот такое слово бесперспективность, понимаете? Потому что он говорит о том, что все это невозможно, все это не случится, вот так можно сказать. Понимаете? То есть здесь человек осознает какую-то свою вину во всем произошедшем, да, что он как будто бы не оценил вас, не понял или опоздал. Я люблю ее,
я хочу ее, я хотел бы продолжения, да, я смог бы выстроить какие-то планы с ней, да, она моя жизнь, она соответствует моим представлениям о жизни, но все это невозможно. Все это упирается в некую выжженную пустыню. Или слишком поздно, или я опоздал в ее жизни, да, или надо было что-то делать раньше, в прошлый раз, да, то есть вы уже, допустим, замужем. Вот, то есть очень высокая оценка вас, вы императрица, туз кубков, туз жезлов, здесь просто арканы такого, знаете, преувеличенного, возвышенного отношения к вам. Мужчина очень высоко вас ценит, очень высоко, крайне высоко. Также он считает себя жертвой неких обстоятельств, и в том числе еще и вашей жертвой. Знаете, в каком смысле? Не в том, что вы его там как-то унизили, обошлись с ним некрасиво, нет. А вот именно вашей энергии, вашей энергетики. Он говорит, она обладает сумасшедшей, волшебной, колдовской энергетикой. Я не в силах ей противостоять. Вот я с ней общаюсь, и все, и я пропадаю. Я пропадаю, я куда-то несусь в какие-то неведомые дали, и вообще я не знаю, что делать с собой. То есть я себя не контролирую. Эта женщина меня притягивает как магнит. Вот о чем он думал и думает до сих пор. Человек вас любит, он это очень сильно осознает. Он осознает, что он находится в вашей власти, что, ну, собственно, как бы не совсем он будет решать и принимать какие-то решения, извините за тавтологию, да, решать, принимать решения в ваших отношениях, да, в вашей ситуации, что все будет исходить от вас. Да, правила взаимодействия будут исходить от вас. И он уже с ними априори согласен. В общем, я бы сказала, что здесь человек, во-первых, прыгал от радости, что вы с ним пообщались. Он испытывал все то, о чем вы говорили. Да? То есть вот эту вот всю любовь он действительно внутри себя испытывал, анализировал, думал. И единственное, что это все было сопряжено с некими сожалениями о том, что он или опоздал, или все эти отношения не имеют никакого развития, да, потому что есть вот препятствия, да, препятствия, которые невозможно обойти. Хорошо, хорошо. Совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Если вы долго ждали этого человека, или, допустим, когда-то в прошлом, когда были отношения, он вам изменил, плохо себя повел, да, вот вы чувствовали себя неудовлетворенной в тех отношениях, да, то сейчас вам рекомендуют почувствовать себя победительницей, сидящей на таком коне-триумфаторе, да, значит, на коне собственного триумфа. Вот так я вам скажу. Значит, почувствовать, что когда-то загаданная мечта, загаданное желание сейчас исполнилось. В общем, вам здесь высшие силы говорят, порадуйся, ты получила свою сатисфакцию. То есть порадуйся, вздохни, значит, свободно. Ты действительно достойная женщина, ты правильно о себе думала все это время, все эти годы. А что же насчет самого мужчины? Умеренность выпала сама. Да? Значит, что насчет самого мужчины? Ну, первое, да, здесь обстоятельства сдерживания присутствуют. Это или браки, или расстояние, или еще что-то, да, что я уже обозначала выше. Вам нужно соблюдать умеренность в отношениях с этим человеком.
как бы он не признавался вам в любви, как бы он вас не превозносил, и как бы вам это не нравилось, да, и не наполняло вас энергией, вам нужно держать какой-то такой баланс. Не надо погружаться в эти эмоции, не надо себе позволять падать в них, знаете, сломя голову. Умеренность, держите баланс. Ну, потому что все не так-то просто, да, все непросто. Есть ограничения, и здесь как бы нельзя разрывать семейные узы, если они у вас есть. Да, здесь нельзя ехать к нему в другую страну, если ограничение – это расстояние. Вам нельзя эти ограничения преодолевать, понимаете? То есть не невозможно, а нельзя этого делать. Вот о чем говорят высшие силы. То есть они говорят о том, что вы должны почувствовать свой триумф, вы должны себя погладить по голове и сказать: ты умничка, посмотри, где он и где ты. Да, как-то вот так вот сделать. Но при этом не погружаться в эти слова, в эти энергии любви, в то, что он окружит вас своим вниманием. Не надо в это погружаться и не надо пытаться преодолеть препятствия, которые между вами есть. Все в этой жизни сложилось не случайно. Да, каждый из вас получил то, что он заслужил. И вы сейчас в более выгодной позиции, чем этот человек. Не нужно ломать свою жизнь ради него. Вот так вам говорят высшие силы, возможно, знающие, что же будет дальше. Сейчас все красиво, сейчас все лайтово, да, но они-то знают, чем это может закончиться. Поэтому умеренность, вот что они вам советуют. Хорошо. Благодарю, двоечки. Двигаемся дальше. Позиция номер 3. Что за разговор между вами был, да, что за ситуация произошла. Что за разговор был, что за ситуация произошла. Лисоль, ну ты вообще как бы зачастила с выходами. Мне ж не видно ничего. Алло. Так, давай. Ну, ясно. Ну, это будет как-то так. Третья позиция. Ситуация говорит сама за себя. Да, немножечко так как-то. Ну, окей, ладно. Прислушаемся к потоку, прислушаемся к энергиям, да, которые животные чувствуют лучше, чем мы. Итак, мои дорогие, какой же был между вами разговор? Да? Какая же была эта встреча? Ну, во-первых, здесь женатый мужчина, мужчина, который, да и вы, наверное, здесь замужем, императрица все-таки, да, здесь, скорее всего, вот прям четырехугольник. И на самом деле и у этого мужчины в семье все прекрасно, и у вас все хорошо. То есть в целом, если бы вам сказали, что давай-ка разводиться, да, чтобы вот с этим мужчиной создать какие-то отношения, нет, вы бы этого не сделали. Значит, и разговор или встреча между вами были не любовного характера вообще. Мужчина не свободен, вы не свободны, все такие счастливые. Здесь ваша встреча была по перевернутому иерофанту. Каждый из вас пытался сказать другому, как он счастлив в своем браке, какой он правильный человек. То есть встреча ваша не подразумевала никакого личного общения, никаких признаний и никаких телодвижений в сторону друг друга.
Да, эта встреча могла быть рабочего характера, дружеского характера. Может быть, вы вообще смотрите сейчас на друга вашего мужа или мужа вашей подруги. Да? Вы могли встречаться в какой-то общей компании и общаться вообще как бы не друг о друге и не о личном. Это было общение, да, или рабочее, как я уже сказала, деловое, или дружеское. И вы, я думаю, смотрите на него именно потому, что видели что-то в его глазах. То есть это были какие-то намеки на симпатию в вашу сторону, или же человек может быть вашим, допустим, любовником, да, но сама по себе встреча, да, была не личной, не близкой. И вы думаете, что же он там думал после встречи. Но у 90% троечек, да, третья позиция, между вами нет отношений как таковых, у каждого есть своя семья, но есть какая-то странная энергия, которая проскальзывает. Мужчина то дотрагивается до вас случайно, то действительно делает какие-то очень интимные комплименты, вот, и вы не знаете, как себя вести, то есть есть какие-то тайные намеки, они очень-очень неявные с его стороны, вот, и, конечно же, вы хотите знать, что он думал, да, потому что именно на этой встрече его намеки в вашу сторону, немножечко, можно нас подвинуть, были какие-то, знаете, ну вот наиболее явно проявленные. Да? То есть человек здесь прям демонстрировал притяжение в вашу сторону, и вы хотите теперь посмотреть, а был ли мальчик, собственно говоря. Хорошо, что он думал о вас после этой встречи. Здесь вот, кстати, могла быть именно встреча, именно личная встреча, когда вы смотрели друг на друга, не разговор по стоять, не разговор по телефону, да, а именно когда вы друг друга видите, когда вы чувствуете энергии, потому что здесь прям конкретные такие идут карты, да, когда люди друг друга чувствуют, когда у них там что-то внутри начинает переворачиваться. Хорошо, что же он думал о вас после этой встречи? Все пропало, думал он. Боже ты мой. Ну, на самом деле, здесь человек пытался как-то себя привести в норму, потому что, ну, реально, на этой встрече вы его, ну, потрясли, если так можно сказать. Значит, какие-то были такие внутренние у него эмоции, да, очень сильные на самой встрече. Вот мы смотрим сейчас после встречи, и вот здесь ощущение, что человек после того, как пережил, вот, то есть он с нами общается, он нам показан, да, после того, как он пережил какие-то сильные эмоции. Вот он пережил какие-то сильные эмоции и стал себя приводить в порядок. Пережил эти эмоции и после встречи говорит себе, как будто бы, да, слушай, нам с тобой надо остановиться. Нельзя думать о ней, нельзя что-то чувствовать к ней. Это все неправильно. Ты женатый человек, остановись. Ты там друг ее мужа, да, например. Там ее муж – это твой лучший друг. Одумайся. То есть здесь мысли человека, которого понесло, да, то есть понесло эмоционально в вашу сторону. Мы же не можем контролировать свои чувства, да, то есть какими бы мы ни были нравственными, правильными, да, как бы мы ни ценили дружбу с определенным человеком, но когда возникают эмоции
да, к жене друга, ну, к сожалению, вот взять их, остановить силой мысли невозможно. Они все равно должны быть прожиты внутри. И уже потом человек может силу мысли применить. Вот здесь, собственно, так и произошло. Его понесло к вам, ему с вами было очень хорошо, он испытывал колоссальную гамму эмоций по Солнцу. Это значит, блин, я просто счастлив. Я счастлив как ребенок, я счастлив как в молодости, я счастлив как когда-то был. Вот. И, соответственно, после этого, после того, как, ладно, пусть оно так и лежит, после того, как он это все испытал внутри себя, он стал себя корить и винить. Ты не имеешь права так о ней думать. Ты не имеешь права испытывать это к этой женщине. Вот. Значит, он стал уговаривать себя о том, что он женатый человек. По иерофанту или он себя стал уговаривать, что ты женат, успокойся. Или это твой друг, ты не имеешь права. Да? То есть думать о каких-то правилах, о нравственности, о морали как таковой, да, которая идет в противовес его чувствам. И после этой встречи человека разрывало, с одной стороны, от неких чувств к вам, да, от того, что было все классно, было хорошо, и ему не хотелось выходить, да, из этих энергий, он в них купался по большому счету. Вот. Но выходить нужно, потому что это неправильно. Вот он и думал о том, что это неправильно. Его надо признать, да, ну такой вот дьяволенок, чертенок дергал за ниточки, напиши ей. Она на тебя тоже смотрела. Напиши ей что-нибудь, напиши, задай вопрос, скажи ей о том, что ты ее захотел, скажи ей о том, что она офигительная, что вот просто она невероятная какая-то. То есть его дьяволенок какой-то дергал. И, соответственно, у кого-то могло быть такое, что после этой встречи, оговоренной выше, да, человек вам написал, а потом стер этот чат, или написал, а потом взял вас, заблокировал, или стер только это сообщение. Ну, неважно. Короче говоря, смысл такой, что у кого-то это проявление случилось, а у кого-то он себя, конечно, сдержал. То есть он очень хотел написать, но сдержал себя. А у кого-то он написал, ну, какую-то ерунду. Типа того, что, ну что там, у тебя был насморк на встрече, выздоровела ли ты? Ну вот какая-то такая хренотень непонятная, и вы думаете, зачем он написал, что вообще произошло? Ну как-то так. Лисонька, я, конечно, тебя понимаю, но ты ведь не помогаешь мне, понимаешь? Ты мне не помогаешь, моя дорогая. Что мне с тобой делать? Что это за забастовка? Нам нужно совет еще девчонкам посмотреть. Давай посмотрим совет. Посмотрим. Золотой мой. Как маме делать-то? Как? Вот с краешку здесь, да? Ну, будем с краешку, ладно. Вот мотёлька. Ужасненький. Совет для вас, девчонки. Здесь говорится о том, почему это с вами происходит. Вы заскучали в своем благополучии. Муж ваш, ну, такой классический король Пентаклей, он про деньги, он про обеспечение вас. И вы, ну, не испытываете эмоций с ним, что ли. То есть здесь, скорее всего, вы задаете себе вопросы, да, почему я это все чувствую, и, наверное, это все тоже неправильно, это все некрасиво, я не должна чувствовать это все к этому мужчине. Ну, вы себя как-то корите, да, и с другой стороны тоже испытываете страсть притяжения. Поэтому здесь
знаете, не совсем совет, а некое такое объяснение вашего состояния. Да? Ваш муж про деньги, он про то, чтобы у вас было все материальное, а вам не хватает эмоций. Если они у вас и были, да, то они уже давно подскисли, да, как бы успокоились, а вы чувствуете себя живой, вы чувствуете себя настоящей женщиной, вам хочется еще поиграть вот в эти эмоциональные игры. Вот. Здесь нет совета вообще. Ну вот нет совета. Конечно, по десятке мечей можно сказать, что не надо здесь ничего и начинать, потому что закончится все плохо. Да? Но я вам хочу сказать, что здесь мужчина ничего не начнет. То есть дело здесь не в вас, да, и не в том, позволите ли вы себе эту связь. Мужчина, о котором мы говорим, эту связь не позволит себе. Для него слишком важны вот эти правила, да, которые его ограничивают. Да, у него возникло притяжение, да, у него есть к вам глобальная такая симпатия и страсть возникла, но он себя остановит, он не пойдет в это. Поэтому, конечно, здесь совет такой, да, вы не проявляйтесь, пожалуйста, вы ему не показываете своей собственной заинтересованности, потому что вы можете оказаться в очень некрасивом положении, когда вы проявились, а мужчина вас осек, да, или сказал, что ничего не было, вы себе напридумывали, и вы будете в очень некрасивом положении перед ним. Вот, то есть это единственный совет, который я вот из этого могу вынести. По сути, здесь объясняется ваше состояние, да, что этот мужчина просто более энергичный, более яркий, такой, может быть, тестостероновый мачо, да, как бы, а ваш муж, он уже такой заскучавший немножко. Поэтому вам хочется энергии страсти, не любви, а именно страсти вам хочется. Вот. Но здесь ваш муж как скала, и о него все эти волны разобьются. Вот. Поэтому, ну, совет понять лучше себя и, может быть, попытаться как-то, знаете, взбодрить ваши семейные отношения. И в любом случае, да, в любом случае, никак себя не проявлять загаданным вами мужчиной, да, то есть не обозначать, что я там что-то знаю, я что-то почувствовала, может быть. Не надо этого всего делать, вы себя поставите в очень неловкое положение. Ну что, мои дорогие, мы с Лисой вас благодарим. Мы вас благодарим с Лисочкой Валерьевной за ваше внимание к нам. Вот так вот мы сегодня себя ведем. Как хотите, это все понимаете. Да? Благодарим, и как обычно. Я хочу вам пожелать только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.